Привет! Я продолжил поиски различных электроскейтов на Indiegogo, Kickstarter, даже уже полез на русские сегменты, но оказалось, что все из них мертвы, кроме Бумстартера, в поисках новых электроскейтов и новых идей, потому что начало потихонечку все иссякать. Скоро пойду и на форумы. Но, порывшись неплохо так на Кикстартере, я нашел прикольное приспособление, которое пригодилось бы мне на самом деле где-то полгода назад, год назад, до того, как у меня появился еще этот малыш. Я ни в коем случае не жалею потраченных на него денег, потому что я очень много отзывался о нем лестно, и это действительно так. Но вот эта маленькая штучка, я думаю, она может пригодиться всем, кто стоит перед выбором покупать электроскейт или продолжить кататься на своем. Ну, то есть у кого уже есть обычный скейт, лонгборд, круизер, классика может быть, но хочет попробовать, что такое электроскейт. И я нашел даже не временное решение, а полноценную замену. Называется кикер. То есть у меня, например, есть лонгборд. Обычный, ничем не примечательный лонг, на котором я уже откатал свои добрые 5 лет, и мне вот захотелось чего-то нового. Я долго искал электроскейт, который мне подойдет по характеристикам, по цене и по прочим штукам. То есть даже доставка в Россию и страны СНГ, это, например, у бустедбордов такого нет. Я не знаю почему, но как факт. Даже это является проблемой. Что уж там говорить о гарантиях, о цене и прочему. В общем, поиски достаточно трудны. Да и к тому же цена для многих кусается. То есть 30 тысяч рублей это, средняя цена за неплохой электроскейт. Но, как я ранее говорил, я нашел кикер. Чуть-чуть поподробнее, что это такое. Это штука, которая цепляется к скейту. И из обычного скейта, как я ранее говорил, вообще из любого, кроме там пенни, в пределах разумного, вы можете сделать полноценный электроскейт. А что у него по поводу технических характеристик, спросишь ты? Я был приятно удивлен, потому что, честно говоря, на первый взгляд он выглядит как подделка какого-то радиолюбителя. Но за свои деньги и со своими размерами он разгоняет твой скейт до, внимания, 32 км в час, а хватает его батарейки встроенные на 10 км. Что, в принципе, не так уж и много, но не стоит забывать то, что тебе не нужна доска, подвески, новые колеса, подшипники. Это уже у тебя все есть. Ты просто прикупаешь к своему скейту функцию электро. Из обычного делаешь электроскейт. По мне, так это прикольно. И, к примеру, если у тебя неплохой лонгборд, и ты ставишь на него кикер, то ты едешь эти 10 километров законные, а потом просто в несколько минут его скручиваешь и продолжаешь ехать, как ты ездил до этого. И так до ближайшей зарядки. Потом снова катайся 10 километров. 10 километров на самом деле за такую цену и за такую идею это прилично. Про скорость я вообще молчу. Мне бы за глаза хватило. Хоть я и катаюсь сейчас 40, но это реально опасно. Да и люди, которые катаются на лонгбордах обычных, может быть, на круизерах, не привыкли к таким скоростям. Даже на спуске вы разгоните, 30, 35. 40 – недостижимая цифра, как по мне. Давайте подытожим. Если у вас уже есть скейт неплохой, на котором вы катаетесь приличное количество времени, и вы хотите в своей покатушке превознести чего-то нового, стоит ли брать кикер? Мое мнение однозначно да. К сожалению, в руках я его сам не держал, не тестил, но не думаю, что разработчики будут вас обманывать, да и лестные отзывы в интернете не дадут им этого сделать. Поэтому, если вам интересно, что такое мир электроскейтов, электротранспорта в целом, то дерзайте, почему нет, штука-то классная. Тут я хотел уже было закончить, но понял, что забыл проверить одну важную вещь, а точнее официальный сайт разработчиков. Я смотрел видео на ютубе, форумы, Kickstarter, но про такую маленькую, но значительную, как казалось, деталь официальный сайт я забыл. И только сейчас, на этапе уже финального монтажа, я понял то, что они сейчас не выпускают. Они выпустили ограниченное количество штук, и сейчас его не купить нигде. Разве что на каком-то
eBay подержанный с рук брать. Но, блин, меня это очень опечалило, потому что кикер реально классная тема. Надеюсь, в скором времени найду альтернативу, но на том же самом Кикстартере подобного не было. Может быть, где-то в интернете можно найти что-то схожее, что продается в открытом доступе и никогда не было на краудфандинге. Посмотрим. В общем, если ты досмотрел видос до этого момента, то, чувак, сорян, если тебя заинтересовал, я сам заинтересовался и, проникся к этому товару, но жизнь жестокая штука. Надеюсь, ты все-таки поддержишь меня лайком и комментарием. А на этом у меня на сегодня, к сожалению, все. До встречи в следующую субботу в 19:00. И пока.